Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Вард.ua. Ну что, сегодня в связи с текущей метой я хочу попробовать собрать одну старую и давно забытую сборку, и звучит она следующим образом. Это рыцари плюс драконы магии. В принципе, у этой сборки все стороны хороши, кроме одной. Это если против вас будет чистый урон. А в целом во всем остальном эта сборка довольно-таки хороша, потому что против урона она неплохая. Против чистого урона она ничтожная. Вдруг чего можно будет перестроиться, если что, в 5 драконов и 9 магов, но это уже такое. То есть, в принципе, из этой сборки можно будет подталкиваться в какие-то другие сборки, но давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. И то, что я сейчас заметил, это то, что тут есть Хускар, пятерочка, и будет, скорее всего, сложно против... Еще, кстати, вот есть Свен, Спектра. Короче, если в моей сборке против меня будут собирать... Кстати, Бэтрайдер возьму. Если в моей сборке против меня будут собирать сейчас Хускара, пятерочку, и хотя бы он там в двойку соберется, то у меня будут лютые проблемы. Точнее, когда в двойку соберется, да, у меня будут лютые проблемы. Поэтому мои маги-драконы не будут работать, если против меня будет Хускар в двойку. То есть придется что-нибудь такое придумать другое, перестраиваться, скорее всего, в физический билд, либо в какой-то еще. Минус еще такой вот сборки. Рыцари, как по мне, они стали довольно-таки намного слабее, чем были до этого. Они просто режут 50% физического и магического урона, но не режут его там, знаете, вот как броня, допустим, чем ее больше, тем, соответственно, больше она режет физический урон. Нет, она четко режет 50% урона физического и магического. Ну вот Лина наносит 1000 урона, а в Рыцаре Дракона она будет наносить 500 урона. Здесь я беру универсальные такие предметы. Вот этот посох, он мне вообще не нужен. Духовный талисман, ну, я думаю, вряд ли кто-то будет собирать сейчас жрецов. Чисто из-за того, что очень часто встречаются гритеры против меня, и поэтому, скорее всего, просто они не нужны будут. Ну, короче, не нужен этот клон, я его скипну и буду вот играть, как я запланировал. Вот. А еще, ребят, если вы смотрите мое сейчас состояние, так, молот грома берем. Берем молот грома, не талисман счетчика. Талисман счетчика я скипну, а вот молот грома я возьму. Так вот, если вы сейчас смотрите на мое состояние, и вы видите, что он такой, знаете, какое-то странное, подозрительное, ну, какое-то, ну, вот, какое-то не такое, то сразу говорю, ребят, вы будете абсолютно правы, потому что я думал, что я выздоровел до конца, но, оказывается, нет. До конца я не выздоровел, у меня горло хрипит, голова болит, состояние так себе, поэтому никому не нужны мои проблемы, поэтому мы отталкиваемся от этой темы. Просто говорю, что если ролик будет такой немножко валидольный, немножечко такой потерянный, либо что-то еще, то просто поймите меня. Все, я думаю, знают, когда у вас там температура, вы начинаете там тупить и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот. Вау. Вот это апгрейд. Вот это вот уже мне нравится. Поэтому 2 ободончиков мы ставим, баф рыцарей мы ставим. Все шикарно, в принципе, мне нравится. Отлично. Кривер, если что, я оставил в рыцаре, так как шансов срабатывания будет намного больше. А также сейчас с Лины предметы перекину в этого Бэтрайдера, так как Бэтрайдер будет намного больше импакта наносить, как магического, так и, в принципе, физического урона. То есть от него сейчас будет намного больше импакта. И Лину я, наверное, все-таки скипну и поставлю Тинкера. Как-никак он кастует 3 ракетки, и КД у него намного меньше, чем у Лины. Лина-то бьет в одну цель, а вот Тинкер бьет свои 3 ракетки по разным целям даже, может быть. Ну, короче. Посмотрим, как оно сейчас будет. Я думаю, в принципе, против текущей меты маги-драконы, они довольно-таки неплохие. Вы можете играть как через физ-билд, вы можете играть как через маг-билд. Я же говорю, единственный... Ух ты, Кунка пришел. Мне бы еще одного человека, я бы смог баф людей поставить. Было бы вообще просто белиссимо. Но пока нет одного человека. Там и гида в двойку есть. Вот это вот меня смущает. Мне надо стол немножечко сейчас будет расставить подальше друг от друга. Потому что если гида ко мне придет, она, скорее всего, ваншотит половину моего народа. Из-за того, что у меня они довольно-таки жирные. И плюс и гида в двойку, вы сами знаете, что она может представлять из себя. Поэтому сделаю немножечко сейчас шире расстановочку. Вот. Был бы у меня сейчас еще один человек, я бы смог людей выставить. Ну и в принципе все. Но может сейчас на Ною там Омник хотя бы придет. И, в принципе, подобникам будет вообще шикарно. А может, в целом 4 рыцаря хотя бы придет. На самом деле, ранее бы 6 рыцарей пришло, было бы вообще просто песня. Ну, кстати, Бэтрайдер как-то слишком очень много дамажит. Не заметили? Опа, деньги сюда. Деньги сюда, говорю. Гоблин.
быстренько монеточку мне заинкамил. Мне бы такое, чтоб Тинкер пришел в двоечку, и Гоблин бы в двоечку пришел, было бы вообще песня. Плюс монетки, плюс деньги. Деньги я люблю. Кто деньги не любит, а? Вот кто деньги не любит? Ну-ка напишите мне сейчас в комментарии. Я думаю, все любят. Вот. Минус, теперь вот все-таки надо закончить свою мысль по поводу вот этих вот минусов. Смотрите, минусы текущего сборки, рыцарей, конкретно, вот конкретно рыцарей, в чем их минусы? Если против вас будут какие-то воины, то, скорее всего, шансов, наверное, 90% вы будете проигрывать на рыцарях. Потому что чистый урон рыцари не дефят никак. К сожалению, вообще никак. Они дефают только физический урон и только магический урон на 50%. Плюс, если каждый щит срабатывает отдельно друг от друга, ну или вместе, оно хилит по 250 хп. Если 6 рыцарей у вас, соответственно. Если 4, то такой привилегии вы не имеете. А чё Бэтрайдер так много урона наносит? Я сейчас не пойму. Он же так не наносил много урона. Сколько раз я на Бэтрайдере играл, но это было, конечно, в прошлом патче. В этом патче я вот только сейчас первый раз на нем играю, и я довольно-таки доволен им. Ну, неплохой такой сейчас персонаж. Еще мне 4 рыцаря пришло. Мне пришло 4 рыцаря. Отлично. Отлично. Сейчас сяду поудобненькому еще. Вот так вот. Вот так вот бы сел поудобненькому. Мне все устраивает. Может, баф людей поставить или пока... Я не особо, конечно, сейчас в баф людей верю. Мне кажется, у меня стол будет послабее, если я поставлю вместо одного Абаддона Лину. Мне кажется, будет стол намного слабее. Лучше пусть у меня будет баф 4 рыцарей на всех, плюс 2 Абаддона, они массовые щиты накидывают. И, в принципе, все шикарно. Ну, мне кажется, так будет намного лучше. Если бы, конечно, Абаддон мне сейчас в двойку пришел, я бы тут просто описывался от счастья. И вот Омник бы, если бы в двойку пришел, было бы вообще просто... Винстрик 5. Ну, там видели? Опа. Не, ну Омника я наныл сейчас, окей. Омника я сейчас наныл. Омника я сейчас ставлю вместо Луны и все. И прекрасно. Жизнь удалась. Отлично. Ох, помню, как я в предыдущих патчах, ну вот, скажем так, до Ведьмака, вот до ТБшки, играл через Легионку. Я там и 1000 урона ей делал, и больше, и больше, и больше. То есть, в прошлом патче, это, ну как в прошлом, сезона 2 назад, наверное, когда я там начал играть, не помню. Короче, полгода назад я играл на Легионке и делал ей чуть ли там не 1000 плюс урона, и это было очень сильно. Кого я сейчас опасаюсь в игре? Я опасаюсь чистый урон, я опасаюсь зверей, но больше всего я опасаюсь чистого урона. Все. Больше всего остального мне как бы проблем не будет. То есть, смотрите, если против меня соберется Хускар в двойку, то мне будет очень тяжело против него играть. Даже в единицу, если он будет с хорошими предметами, мне будет очень тяжело против него играть, если я буду играть на рыцарях плюс драконах. Ну, то есть рыцари, драконы, магия. Мне будет очень тяжело против них играть. Так, тролль пришел. Либо же попробовать рыцари тролли собрать. Просто если я соберу рыцари тролли, то в принципе я не боюсь никого. Ну, кроме чистого урона. Чистый урон, конечно, будет меня нормально так долбить. Я бы даже сказал без единого шанса. Книжки я буду сейчас собирать, пока 11 штук не насобираю. Вот как только 11 штук книжек я насобираю, то все будет прекрасно, все замечательно. На мобов я поставил немножко баф троллей, чтобы у меня было побольше скорости атаки, и я смог себя чувствовать намного увереннее. То есть это чисто, знаете, как подстраховка трусов или штанов. Ну, кого удобно, того и подстраховываем. Чисто для поддержания штанов сейчас поставил себе баф троллей. Хотя на самом деле можно и попробовать рыцари тролли. Но тоже, если против меня здесь соберутся воины какие-то, а я буду играть там, допустим, через Луну. Ой, а через Луну, кстати, было бы неплохо поиграть на рыцарях-троллях. Я думаю, это было бы прикольно. Но на самом деле... Так, ну здесь я, наверное, рандомный предмет все-таки попробую свапнуть. У меня есть один молоток, а 2 молотка, я думаю, не работают по бафам. Ну, в принципе, если мне падут какие-то острые наручи, будет неплохо. Да. Пали острые наручи, спасибо. Похавал. Я, наверное, все-таки клевер еще скипну. Что-то мне кажется, клевер лучше скипнуть. Баф троллей, мне кажется, тоже было бы неплохо оставить. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Я вот опасался сейчас Эгиды в двоечку, видели? Эгида в двойку только что в одну цель кастанула. Еще и здесь гритер.
Скорее всего, на гритерах и будет играть. Хотя не факт. Хотя не факт, и далеко уж не факт. Короче, смотрим. Смотрим, наслаждаемся и собираем какую-либо сборочку. Ну, пока главное не протупить, а определиться вовремя, на чем играть. И надо внимательно последить за игрой. Если здесь будет бог-орк, то тоже мне надо будет перестраиваться в другую билд. По той лишь причине, что бога-орка на магах, драконах, рыцарях я ничего ему не сделаю. Вообще. Хоть здесь и есть Зевс, но если против меня будет бог-орк, то единственное, что я смогу сделать, это раскрутить себя на одном месте. И все. Там тролль собирается, скорее всего, будет алхим тролли. Хотя на самом деле собирать троллей со старта, как по мне, это лютая ошибка. Тебе нужно играть на каком-то билде, а потом перестраиваться, троллей как баф докидывать. И все, больше тебе ничего не надо. Вот тут кунг-фу. Кстати, я забыл за самую такую опасную сборку, это кунг-фу. У этого чувака еще и острый наруч есть, поэтому у меня будет огромная проблема, если он расфармится. Если он соберет все 4 кунг-фу, то тоже мои рыцари ничего не смогут сделать. Вообще ничего не смогут сделать. Не шотни. Только не ваншотай. Мне сейчас очень повезло. Мне просто сейчас очень повезло. Если бы сейчас у него сработал бы ваншот, он бы шотнул всех троих. И все, я потерял бы винстрик. Клевер, кстати, я скипаю, я лучше возьму вот этот блинк. Бэтрайдер сразу начнет кастовать свою способность, и будет все шикарно. Будет много магического урона вот со старта. Еще надо, кстати, опасаться зверя. Я вот сейчас как-то этот момент не задумывался, а вот сейчас задумался и понял, что в действительности нужно опасаться зверя. Зверь моих рыцарей может раскрутить просто будь здоров. Особенно если он соберет керри рыжего лиса через синергию Киры, там просто забей. Просто забей, там ничего ты не сможешь сделать. Ну вот, кстати, вот чел пришел сейчас ко мне, у него орки, воины. Двойку Джаггер. Ну, пока слабовато, конечно, но такое. Это уже дело третье, как говорится. Отлично. Яичко плюс гоблин двоечку. Так, возьму одну книжку, потрачу. Я все-таки хочу зимовой уровень взять. Чтобы мне было намного проще играть. Плюс инкам 3 монетки. Ну, короче, окупится. Я думаю, мое вложение окупится. Я больше всего напрягаюсь с того, что против меня, скорее всего, будет здесь воин какой-то, либо ведьмак, либо что-то еще, потому что здесь есть Свен, как бы. Ну, а если есть Свен, то, скорее всего, это будет ведьмаки дракона. Вот гадалки не ходи, но, скорее всего, так оно и будет. Вряд ли как-то по-другому будет. Вряд ли как-то по-другому будет. Кстати, ребят, если... Я же говорю, вот как я вначале обращался вам, то если... А ну секунду, сейчас проверим одну вещь. Как я обожаю разработчиков. В этой игре сейчас находятся 2 бота. А ты не бот, еще 3 бота. То есть, смотрите, из 8 живых... То есть, из 8... О, ЦК, отлично. Из 8 игроков 3 бота. То есть, 5 живых и 3 бота. Зачем? Зачем разработчики это делают, я не понимаю. Зачем? Для чего? Если бы мне в комментариях не написали о том, что здесь реально присутствуют боты даже в ранговой катке, я бы в это никогда не поверил. Но в ранговые катки закидывать ботов, это уже, по-моему, слишком, не? Что, совсем больные? Зачем вы закидываете в ранговую катку ботов? Зачем? Для чего? Какой смысл? Я не понимаю. Ладно, короче, мне разработчиков не понять, и вам эта информация не нужна, особенно когда я буду негативить, то тем более. Лучше я скажу информацию другую. То, что ролик, если выйдет такой, знаете, немножко растерянный, валидольный, потерянный и тому подобное, то, ребята, дико извиняюсь. Я надеюсь, конечно, что мне не получится мне это вам показать, что он будет там растерян, потерян и тому подобное. Но просто хочу вас предупредить, что если я где-то там слишком буду провтыкивать и тому подобное, то, знаете, у меня просто не очень хорошее состояние сейчас. И снимаю я, ну, чисто через силу, я бы так это сказал. Но не могу же я оставить вас без контента, поэтому уж сори, ребят. Острые наручи, кстати, неплохо зайдут мне. Конечно, поздновато они пришли. Лучше бы они на 3-м раунде пришли. И там было бы вообще все просто замечательно. Тут чел будет играть, скорее всего, через полных зверей.
Да не скорее всего, он будет играть через полных дверей. Единственное, что он очень кучно поставил свои фигуры. Из-за того, что он поставил очень кучно свои фигуры, то... я думаю, я смогу его быстренько так распетлять. У меня там Бэтрайдер все-таки массовый урон наносит. Какой-никакой, но там тик хороший, судя по всему. То есть, кто заметил, там реально хорошо тикает. Я как-то Бэтрайдера не ценил. Но я и даже сейчас его как-то превышаю его значимость, этого Бэтрайдера. Кстати, если все хорошо пойдет, я, может, даже в этой катке винстрик сохраню до конца игры. Ну, наверное, все-таки зря я сказал. Вот, кстати, посмотрите, зверь сейчас пришел против меня. Я его так неплохо размутузил. Но это чисто из-за того, что чел поставил очень кучно своих ребят. Не поставил бы он так кучно, я бы так не смог его вынести. Да, у меня там 6 рыцарей, все дела, но посмотрите. Несмотря на то, что у меня 6 рыцарей, все равно у меня довольно-таки так хорошенько проревел состав мой. Ну, это несмотря на то, что он 6 уровня. Мне тут орки идут, жрецы идут. На всем бы хотел сыграть. Вот реально на всем. Кстати, зря я, наверное, сказал, что, возможно, мне получится сохранить винстрик. Скорее всего, мне его не получится сохранить от слова совсем. После такой фразы обычно следует то, что я этот винстрик теряю. Вот, знаете, по закону подлости, ты говоришь о том, что ты что-то сохранишь, либо что-то еще, и ты это просто берешь и теряешь. На самом деле, я еще не особо определился, на чем я хочу сыграть. Мне вроде бы хочется показать вам вот маги-драконы. Кстати, чел тоже совершил одну огромную ошибку. Собрать троллей плюс алхимика и сделать синергию Киры. Но извините меня, настолько рано не стоит собирать алхимика Киру. Вообще не стоит. Не совершайте такую ошибку. Вам нужно перестраиваться в алхимика Киру. Вот тогда будет все хорошо. Кстати, 8 уровень у меня на 18 раунде. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Я еще сейчас 11 книжек соберу. И после этого я буду брать себе, скорее всего, 10. Максимально пытаться выйти в 11 ранний и поставить свой билд уже. То есть в идеале, это поставить магов-драконов, как я изначально планировал. Это в идеале. Как оно будет по факту, сейчас увидим, сейчас узнаем. Может, придется и перестраиваться. Кто знает. Кто знает. Бэтрайдера в тройку собирать не буду, поэтому зачем он нужен, я его, естественно, и продал. О, ДК, отлично. Так, ДК мне нравится. ДК это человек, и чем быстрее у меня будет баф фуловых людей, тем быстрее, соответственно, я смогу что? Правильно, взять 12. У меня хоть сейчас книжки копятся потихонечку, но все же я бы хотел себе взять 12. Луну я буду скипать, она мне не особо нужна, поэтому мы ее будем удалять. Просто делаем delete. Ставим 4 тролля. Кунку я убрал пока что, но он мне потом в будущем не пригодится. Ладно. Не буду баффаловых людей ставить. Луна мне тоже не нужна. Может, через троллей попробовать. Просто сейчас у меня довольно-таки хороший билд. У меня 6 рыцарей, 4 тролля, 3 человека, 9 книжек. По идее, 2 хороших раунда, и все будет замечательно. Там домилка еще с винстриком 5. У чувака денег там вообще нету у этой домилки. На самом деле, я бы не спешил всегда тратить свой инкам. Я бы лучше потихонечку собирал 50 и выходил бы там в уровень и тому подобное. Зачем сливать сразу бабки? Не вижу в этом смысла. О, ЦК пришел. Так, отлично. Это мы убираем. ЦК нам не нужен, он уже в двоечку взят. Давайте все-таки попробуем троллей собрать. Острый наруч я сейчас перекину в ЦК. Потому что он ближнего боя, и импакт, когда будет находиться в нем острый наруч, будет намного выше. Но, кстати, сейчас в следующем раунде у меня будет 11 книжек, и я, скорее всего, выйду из инкама и возьму 11 уровень. У меня будет максимально ранний уровень, и надо просто этот уровень будет реализовать по полной программе. То есть, скорее всего, я поставлю лучше магов сверху. Бабка не пришла ни разу. Обидно. Так, острое наручье и молнии перекину. Я просто в ЦК больше верю как керри физического, не в Бэтрайдера, а вот именно в ЦК. Как раз у меня 4 тролля есть. Как-никак, но урона будет довольно-таки немного. Ну, неплохо. Не очень много, но достаточно, я думаю, чтобы сделать его физическим керри сейчас на данный момент.
Так, берем этого волшебника. Взгляд Азеса и хрустальный топор. Оба предмета шикарные. Вот какой из них... Так, ладно, я беру хрустальный топор. Там 9 воинов собралось, и скорее всего 9 воинов мне сейчас собьют винстрик. Так, и хпшку закинем. Короче, там собралось сейчас 9 воинов, и у меня будут огромные проблемы против него. Так. Берем сейчас 10 уровень. Видите, у меня 2 опыта сохранилось. Это я сэкономил одну книжку, и поэтому мне понадобилось 11 книжек, а не 12, чтобы выставить фулл свою синергию. Знаете, в чем огромный минус? В том, что я не могу по полной программе выставить свой билд. О, тролль. О, котел. Прекрасно. Котла мы ставим. Баф магов не могу поставить, у меня его нет. Хочется котла взять, но мне некого продать. Я бы котла, наверное, с удовольствием взял бы сейчас и апгрейднул через яйцо. Но мне просто некого продать, понимаете? Абадон нужен, ДК нужен, Омник нужен. То есть все персонажи сейчас... А вот, кстати, и воин пришел. Боже, тот, кого я опасался больше всего, приходит мне следующим раундом. Спасибо. А знаете, почему, кстати, здесь воины появились? Я думаю, из-за того, что могла появиться здесь нежить, но, как я вижу, нежити здесь нет. Ладно, заблокирую фигуру и все-таки через яйцо ее апну. Мне понадобится этот котел. Он мне понадобится. Обидно, конечно, что я винстрик свой проиграл. Вот помните, я вот буквально пару мгновений назад говорил о том, что зря я сказал, что сохраню свой винстрик до конца игры. Зря. И как видите, результат налицо. На все лицо, к сожалению. Ладно, ошибка принята. Ошибка учтена. 9 воинов для меня это проблема. Ладно, пока у него Хускара нету, все более-менее хорошо. Главное, что там Хускар в двойку не пришел. Я больше этого опасаюсь. Если там придет Хускар в двойку, то у меня будут огромные проблемы. Поэтому пока я соберу вот как по плану. Короче, действуем пока по плану. Драконы, рыцари, маги. Пока такой план. Следуем неизменному пути, как говорится. О, бабка пришла. И Гранд Геральт, кстати, пришел тоже. Троллей сейчас немножечко скипну уже. Они мне не нужны. Бэтрайдера тоже скипну. Сейчас баф магов поставлю еще. О, отлично. Отлично. У меня на самом деле есть волшебники. Можно будет сейчас подумать, как этих волшебников реализовать. Мьёльнир я закину в бабку. Дезолятор не стал закидывать, а Мьёльнир стал закидывать. Потому что если бабка, когда бабка закастует свою способность, то она может очень много этих молний выпустить. Единственный минус, если против меня попадется, естественно, воин, то я сыграю себе в минус огромный. Прям в огромнейший минус для себя сыграю. Бот ко мне пришел, ну, ждаю ботов. Ну ладно, я уже говорил об этом, поэтому не буду больше. Как-то так. Один бот отлетел. Рыцари-драконы собираются. Предметы, кстати, довольно-таки неплохие. Упали обезоружь, цепочка. То есть есть какой подхил, поэтому воинов, скорее всего, я буду переживать. Я не уверен. Но, скорее всего, я буду воинов переживать. Гранд Геральт на самом деле мне нужен. Поэтому тролля я продам, возьму Гранд Геральда. Пригодится. Главное, чтобы там не собрался Хускар в двойку. Соберется Хускар в двойку, вся моя синергия, которую я хотел собрать, она просто пойдет, ну, куда-то туда. Куда-то вон туда, куда-то вот туда, куда-то будет уходить, куда-то она там будет улетать. Вот, кстати, опять этот воин пришел. Почему мне воин 2 раза подряд пришел? Ну как 2 раза подряд? Много раз подряд, короче, он ко мне. Короче, много раз он ко мне пришел. Но у меня сейчас маги стоят. Я должен хоть как-то, ну, довольно-таки хорошо задефаться от него. Плюс у меня котел в двойку. С хорошими предметами. Да, я его стер порошок просто. Будешь знать, как меня контрить, дорогой. Ты мне не дал на рыцарях нормально поиграть. А я тебе не дам просто поиграть на воинах нормально. Ты меня там душанул своими воинами, а я тебя душанул. Ну, чисто, знаешь, такой бартер. Обменялись.
1 к 1. Просто 1 к 1 обменялись. Я считаю шикарно. Обмен равноценный. И равнозначный. Да и в целом обмен хороший. Только говорил за Хускара, и там у одного Хускар, у второго Хускар. Тут играет чел через троллей Киру. У меня проблемы. Хьюстон, у меня проблемы. Но я надеюсь, им хотя бы предметы плохие упадут, и я смогу его просто магами испепелить своими. Если же нет, то у меня будет проблема. О, Зевс, отлично. Зевс, это уже хорошие новости. Так, ну тролль мне уже не нужен. У меня сейчас 4 бога будет. Отлично. У меня мало ли того, что 6 рыцарей, так у меня еще и 4 бога. Вот смотрите просто. Чпеньк. 6 рыцарей, 4 бога, 5 людей, 4 мага. Жалко, не 6 магов. ЦК я уже буду продавать, он не нужен. Мне бы на самом деле... А ну давай посмотрим, что мне сейчас за предмет упадет. Попробую все-таки рольнуть предмет 5 тира. Хекс мне нужен. Хекс мы берем по-любому, он нужен. Очень сильный предмет, поэтому не стоит его недооценивать. Мы его берем. Обязательно берем. Так, ставим так. Я думаю, может как-то получится 6 магов выставить, а никак. Никак, к сожалению. Мне не хватает одного мага. Боже, там еще один чел Хускара нашел. Вы издеваетесь надо мной или как? Хватит насиловать мою психику. Я прошу тебя. Хватит. Не трогай мою психику. У меня, конечно, много хп. Я смогу еще там перестроиться, все дела. Но если сейчас Хускара вот Домилка соберет в двойку, я уверен, что ему фартанет. Он соберет себе Хускара в двойку. И будет мне просто такое устраивать. Вот, посмотрите, там Хускар пришел у чувака вот под тролли плюс... Ладно, не забудьте. Забудьте все, что я сейчас сказал. Я думал, что он просто переживет прокаст моего тролля, моего котла. Там еще собрался жрец. Так, вместо Разора поставлю сейчас кунку, чтобы у меня было 6 людей. В принципе, если пару раундов выиграю, то будет все замечательно. Мне нужны книжки. Там дракон еще один пришел. Мне нужен пак. Я пака вместо вайпера, наверное, поставлю. Или я даже не знаю, как лучше поступить. Ну, нет. Ну, в принципе, хотя нет. Хотя нет. Не, ну, конечно, посмотрите сейчас, как у меня билд смотрится. 6 рыцарей, 6 людей, 4 бога и 4 мага. Мне хорошо повезло с божественным печатком. Не повезло, что тут против... Ого! Ого-го! Вы посмотрите, какой там жрец. Обалдеть. Ну, благо у меня сейчас Леон высасывает ману у этого котла. Но это все равно не спасло меня. Обидно. Надеюсь, я сейчас его вынесу. Боже, как я обожаю, когда Ой, я же заговорился. Как же я обожаю, когда котел кастует куда-то в одного. Просто молодец котел. Гений котел. Вот идеальный котел. Так, одного вайпера я продам. Он не сильно импактовый, этот вайпер, по этой причине я его и продаю. Лучше я поставлю 5 драконов чуть попозже, нежели он у меня будет стоять там. И так далее. Мне лучше Прозор в двойку пришел. Но тоже там приходят челам... Там очень серьезно у них приходят. Они собирают себе сейчас Хускара и будут меня контрить им. Это плохо. Это очень плохо. Но очень опасный там жрец еще. То есть, понимаете, если у меня соберется Зевс в двойку, будет магия дракона, то у меня мой же Зевс может ваншотнуть. Если, естественно, я его керрить буду. Вот сейчас против меня зверь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Боже, как хорошо котел только что зачистил стол. Боже, какой же котел умничка. Просто молодец. Так, Гран-Геральт в двоечку. Шикарно. Книжечки мутятся. Отлично. Так, Абаддон в двойку. Шикарно. О, усиление рыцарей. А главное вовремя. А главное это вовремя. 20
Сейчас будет 29 раунд, если я правильно понимаю. То сейчас будет 29 раунд, и вот на 29 раунде мне пришло усиление Абаддона в двоечку. Сильно? Я считаю, это очень сильно, ребят. Хотели бы такое себе усиление? Просто посмотрите, у меня все рыцари в единицу. Кроме Абаддона. Бабка в единицу. Омник в единицу. Короче, тут легче назвать того, кто в двойку. Абаддон. Все остальные рыцари у меня просто в единицу. На самом деле у меня довольно-таки абсурдно стол выглядит. Он довольно-таки слабый. Я чисто сейчас на синергиях тащу. Не было бы у меня 4 богов, я уверен, что у меня бы синергия просто ужасная была. Я бы скорее всего улетел бы вниз. Но то, что не собирают там Хускара, это проблема. Повезет, конечно, что я, может быть... О, кстати, Дискорд. Хорошо, что мне сейчас пришел Дискорд. Довольно-таки вовремя. Ну, как вовремя? На самом деле, очень поздно мне Дискорд пришел, но тем не менее, это минус 25% сопротивления. Окей. Боже, ему еще синергия Киры пришла. Серьезно? Еще и Дум мне на котла. Какой же абсурд. Какой же абсурд. Обалдеть. Сказать, что я в шоке, ну просто ничего не сказать. У него, боже, у него благодать Дроси, у него предмет 4-го тира, доспех экзорцизма, у него Кира. Обалдеть. Ну, это жестко. Тут нечего добавить, это просто жестко. Мало ли того там, что жрец душнило. Чел Хускара в двойку нашел. Ладно, он не такой еще опасен, но все равно он под зверями нашел себе Хускара в двойку. Это огромная проблема для меня будет. Уху-ху-ху. Ну что ж, придется попотеть сегодня. Придется попотеть. Сейчас вот этот раунд, я беру себе 12 уровень, и нужно полностью передумать свой билд. То есть я, скорее всего, либо соберу себе сейчас рыцарей троллей, и в принципе все будет шикарно. Либо же я себе соберу троллей ведьмаков, либо же ведьмаки через Свена Спектру. Ну, просто посмотрите, как мне хорошо идет. Все, я сейчас 12 взял. Предметы, конечно, так себе, но я возьму клинок тени, потому что я буду все-таки делать физически себе билд через урон с руки. Если я его не сделаю, меня ну, просто в изи законтрит чел на своем Хускаре. Я уже молчу про то, что там есть жрец. Жрец меня просто будет брать под контроль и говорить, ну что, как дела? Ты там в порядке? Санечка, ты в порядке? Санечка, там все нормально у тебя? Ой, яичко, о, Пак. А Пак-то вовремя пришел, кстати. Надо, наверное, драконов поставить. Да, я, наверное, сейчас баф драконов поставлю фуловый. Мне магические шмотки сейчас на... Точнее, мне сейчас шмотки на ману не нужны. ДК у меня довольно-таки сейчас сильно выглядит, но он... Я как-то не верю в 6 рыцарей под драконами. Мне кажется, это слабо. Мог бы рыцарей разобрать и поставить 6 магов. Ну, по сути. Ну, кстати, вот ко мне сейчас пришел зверь. И пока меня не радует это. Ну, вот просто посмотрите сейчас, как я буду этого Хускара долбить. У него еще клинок тени, криты, то есть у него, ну, у него все как надо, то есть по-человечески у него все собрано. Если его вынесу, то будет хорошо. Минус один такой жесткий Хускар. Но если его не вынесу, этот Хускар разгонится до такой степени, что, ну, все. Конечно, у меня много хп, да, вот кто-то такой думает, сидит, че ты несешь, Санек? Вот что ты себе несешь? У тебя хп много. Что ты, ну, что ты, вот что ты себе... Это не злорадный смех, если что, вам кажется. На самом деле я сейчас посмеялся, чуть не умер. У меня горло так сжало после этого смеха. Короче, теперь сейчас самое опасное это жрец. А опасен он почему, как думаете? Давайте догадочку свою. Вот пока я спрашиваю вопрос, вот этот, вы сейчас пишите в комментариях ответ. А через некоторое время я сейчас скажу, почему он для меня настолько сильно опасен. 6 магов, конечно, еще не поставил. Но я... Там воин, там Хускара, вот этот жрец.
Боже, ну вот этот вот Хускар под Кирой, он меня прям очень сильно гнобит. Я бы мог сказать, что нет, это бред, он меня не выносит, но вот просто посмотрите. У него единственное, что есть, это синергия Киры, Алое Сердце, Экзорцизм и Благодать Дроси, которая увеличивает его отхил просто в космос. Надо было брать до третьего тира предмет не Божественный отпечаток, а взгляд Азеса. Все-таки, как-никак, взгляд Азеса это очень сильный предмет. Хотя на самом деле в последнее время он меня немножечко так напрягает. Ладно, я попробую троллей все-таки собрать. Потому что воина мне нужно выносить вот через троллей, скорее всего. Вот видите, я его тупо не выношу. Ничего я ему не могу сделать. Вот вообще ничего. Да, придется. Придется собирать троллей. Придется попрощаться со своим билдом рыцари, драконы, маги. Хотя так хотелось. Обидненько. Ну, немножко, да, обидно, серьезно. Ну, даже там Хускару двойку, ну... Там еще и жрец есть. Я уже молчу за него, то, что он мне то вынес. Так, ДК идет, в принципе, неплохо. Так, Хан, иди сюда гуляй. Так, зверь, иди гуляй. Тролли берем. Троллей берем. Кутла продаем. Так, все это продаем. Давайте пока скупляться по-быстренькому. Может, мне ДК получится собрать в тройку? Ну, кстати, если против меня останется жрец, то мне нужен гридер будет. Поэтому гридера я продавать не буду. Вайпера продам. Этого тролля возьму. Так, предметы на магический билд мне оно уже не надо. Предметы на ману, они мне тоже не нужны. Вот так вот сделаем, да? Или нет? Да, нет. Ладно, отпечаток божественности уберу. Криты беру. Хотя и Мьёльнир очень хороший предмет. Ну вот, просто сейчас ко мне жрец пришел. Вы посмотрите, что он со мной сотворил. Да, тут гритер понадобится, скорее всего. Скорее всего, понадобится гритер. Спектру берем. И будем сейчас гритера выставлять. Так, Зевс берем. Вот это вот продаем. Так, волшебники гуляем. Рыцари гуляем. Сегодня у нас выходной. Я просто думаю, что жрец тот будет выносить нас вообще без шансов. Так, Кунка не нужен, он стакает. Так, это берем. Луну не берем. Так, пару секунд осталось. Надо хоть что-то сейчас выставить. Так, 2 гритера есть, отлично. Вот это тоже отлично. Короче, я немножко только что поспешил. И просто сам себе заруинил игру немного. А знаете чем? Я думаю, многие, кто увидел, я себе просто поставил охотников. Зачем? Короче, из-за того, что я поставил сейчас охотников, я очень сильно обкекался немножечко. О! А вот это уже меня радует. Ну, кстати, тут Хускар двойка собрался. В общем, что мы сейчас делаем? Ставим троллей. Вот это вот убираем все. Гритеров убираем, они мне не нужны. Блин. В инерции случайно апнул только что его. Так, волшебники мне нужны. Отлично. Так, быстренько выставляем все. Зевса продаем, он мне не нужен. Что ж я за дурак такой? Так, Гритера продал. Не знаю, зачем я его апнул, просто потратил свои бабки. Просто потратил бабки на апгрейд этого просто Гритера. Просто 3 монетки в никуда. Идеальное налоговложение. Идеально. Просто инвестировал в будущее, не в свое, правда. Так. Я еще только что ему случайно скипнул. Боже. О, ДК. ДК в тройку. Ну-ка напишите мне в комментариях, давно ли вы видели ДК в троечку. Я вот сейчас увидел его. Так, котла пока шмотки закину, хотя зачем он мне сейчас еще нужен? Но у меня просто есть магический урон немножечко. В принципе, он 100 зачистит. Мне сейчас нужны ведьмаки. Вот кровь из носа мне они нужны. Так, яичко мы берем. Троллей. Так, ставим. Кого-то надо убрать.
Гримтач мне не нужен. Дорогой слишком. Слишком дорогое удовольствие. Так, 6 троллей у меня есть. Ведьмаки. Ведьмаков нету. У меня ДК не успел перевоплотиться, плохо. Так, я возьму небесный щит. Аганим мне не нужен, мне его просто некого закидывать. Аганим это, если что, посох великого мага. Мне его не в кого закинуть, поэтому я его скипнул. Я возьму лучше небесный щит, потому что он будет отражать как дебафы, так и криты там всякие противников моих и тому подобное. То есть, я думаю, я правильно сейчас делаю. Единственное, что... Так, ТБшечка, отлично, иди сюда. Так, апгрейд сюда. Волшебник в двоечку у меня есть. Так, бабку мы перемещаем. Вот этого мы меняем. Легионку удаляем. Хускарчика ставим. Зачем тебя купил, не понял. Ну ладно, пусть будет. Так, вот этого волшебника мы ставим. Мне нужен один ведьмак. Один. И Свен пришел. Не, ну я уже не буду Свена кирить. У меня есть, в принципе, он ДК. ДК в тройку, я думаю, неплохо справится со своей задачей. У него хороший дебаф и хороший нюк. Ну, что-то плохо. Ну, плохо. Я еще и щит забыл закинуть. Боже, ну вот это вот и называется растерянность. Так, все. А теперь давайте накажем этого паренька. Меняем. Котла удаляем. Хекс. Так, щит тебе. Хекс. Кому хекс закинуть? Хекс можно, в принципе, в бабку закинуть. Почему нет? Так, делаем вот такую вот расстановку. Такую вот махинацию. У меня как-то красивый билд стоит. Но на самом деле лучше, сильнее было бы, если бы я поставил драконов сверху. Ну, просто... А как бы я поставил драконов? Они как бы я не поставил драконов. Мне бы не хватило места. Да, если бы я ставил бы драконов, то бы мне не хватило места. Просто посмотри. Боже, я его испепелил без шанса. Просто зачем париться? Собрал себе ведьмачков, поставил ведьмачков и просто воинов вынес. Какие там тролли, какой там что. Вот просто. ДК в тройку, ведьмачки, тролли. Замечательно. Вынос без единого шанса. Просто не даю ему даже подышать. Сейчас немножечко еще расстановку подкорректируем. Хускар в двойку пришел. Через яичко его апаем. Все, белиссимо. Кстати, мана плюс 40 я отдам ДК. Да, успел, отлично. Боже, вы посмотрите на это чудо. Боже, вы Кто хитрейший из всех? Верно, и я. Не, ну я на самом деле, у меня здесь куча ошибок в этом ролике. Очень много ошибок в этой катке, точнее не в ролике. Очень много проблем у меня. Вот такой хускар у моего противника. Ну и в принципе все. На самом деле, у меня много здесь ошибок. Очень много. Во-первых, ну они из-за того, что, ребят, ну... У меня самочувствие плохое. Из-за того, что у меня плохое самочувствие, я делаю вот такие вот глупые ошибки. От этого у меня, ну... Под конец ролика у меня просто уже чердак вот так вот кипел. Я ничего не могу сделать. Я думаю, по моему выражению лица в конце игры уже было видно, что я уже поплыл немножко. Я дико извиняюсь за такое состояние. Много как-то не сформулированной речи у меня было много. Много каких-то мыслей, может быть, недосказанности. Поэтому, ребят, я дико извиняюсь. Я думал, что я до конца выздоровел, но оказалось, что нет, я не до конца выздоровел. Как-то так. Но в целом, даже с таким вот результатом, ну, нежить не было, конечно, но я думаю, если была бы нежить, то мы, в принципе, бы ее разорвали, потому что есть, во-первых, жрец, во-вторых, есть воин, а воины как-то довольно-таки неплохо контрят нежить, если у вас хороший предмет. Единственное, что если докинуть ведьмаков, то уж извиняйте. Это будет игра в одну калитку. Ну, ребят, я думаю, ролик вам понравился. Если понравился, не забудьте ставить свой лайк и комментарий в поддержку моего канала. А также, чтобы ролик продвинулся дальше в тренды, в аудиторию, в массы и тому подобное. А также не забудьте подписаться на мои каналы, потому что я хочу достичь на ютубе 5000 подписчиков. И хотелось бы мне, конечно, это сделать намного быстрее. Поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь.
И оставьте свой лайк с комментарием. Обязательно. Ребята, это очень помогает мне. Серьезно, очень. Поэтому лайк, коммент, подписаться на каналы. А в Телеграме я хочу достичь 1000 подписчиков, поэтому Телеграм-канал закреплен в комментариях. Там я пишу по поводу обновления этой игры, веду свой личный блог, а также пишу, когда у меня стримы. Со стримами, конечно, немножечко такая загвоздка, из-за той лишь причины, что нет как таковой стабильности. Сейчас вроде все наладилось, но я не хочу загадывать наперед. То есть, когда будет стрим, напишу в телегу. А так, ребят, всем огромное спасибо, что посмотрели ролик. Лайк, коммент с вас, с меня дальше контент. Всем удачи!